We would like to introduce you the Quartz, ceramic quartz paint protection products. Мы хотим вам представить нашу керамическую защиту, кварцево-керамическую защиту. This product has been created 1.5 years ago, more than 1.5 years ago. The first product has been launched in September 2011. Since that time, we are still working and developing the quality and the details of Quartz line, which is dedicated to protection of paint, protection of rims, and these are the two key functions of our quartz. Первый продукт кварцево-керамической защиты мы сделали 1,5 года назад, в сентябре 2011 года, и с этого момента мы постоянно разрабатываем и работаем над рецептурой и качеством нашей продукции. И мы хотим вам представить следующие кварцы. H1 кварц для защиты лака и R для защиты керамической защиты дисков колес. Ну и также дополнительные два U универсальный и Q вместе с H1. Первый слой, второй слой кварцево-керамической защиты. The key question is why quartz? The answer is very simple. It's the hardest paint protection at the moment on the market. Вопрос, почему кварц? Кварцево-керамическая защита – это одна из более твердых защит, которые есть в настоящее время на рынке. Also, through quartz application, we are getting a super hydrophobic surface, which means that the drop of the water is simply running away from the surface. Преимуществом кварцево-керамической защиты есть то, что по наложению кварцево-керамической защиты остается гидрофобный слой. Гидрофобный слой – это, другими словами, водоотталкивающий слой, который помогает отталкивать воду от дождя с поверхности машины. How to applicate the quartz? It is very simple. Как накладывать кварцево-керамические защиты? Это очень просто. The first situation, the base is we need to have a clean surface. Первый шаг – это перед тем, как накладывать кварцево-керамическую защиту, поверхность лака, поверхность машины должна быть очень чистой. And if it's clean, we need the product which is called IPA cleaner. That's the alcohol degreaser for fine degreasing and cleaning surface before quartz application. Перед накладыванием кварцево-керамической защиты необходимо обезжирить поверхность лака, и для этого мы используем продукт, который называется IPA cleaner. Before quartz application, the key function is to clean the surface to clean and degrease the surface. So that's why we are using the Tenzi IPA cleaner and simply spraying. Перед нанесением кварцево-керамической защиты необходимо обезжирить поверхность лака, поэтому мы используем продукт нашей фирмы, который называется IPA cleaner. So here I want to present you the way of application our quartz. We have two products. We have H1 and Q1. Мы хотим представить вам наши продукты, кварцево-керамическая защита, и перед вами два продукта. Это продукт H1 и Q1.
we can use these products in following way. Either we use both of them, first one H1 and second one after a final layer, the Q1. Either you use only Q1 as a one layer. Мы можем использовать эти два препарата разом. Сперва использовать препарат H1 как первый слой и Q1 как второй слой, или просто как один слой Q1. So the first, what we have to do before application, we clean the car, and as we are getting the very clean surface, we need to use the alcohol cleaner, IPA cleaner, for final cleaning and degreasing the surface before application of Quartz products. Перед нанесением кварца керамической защиты необходимо обезжирить поверхность, и для этого мы используем IPA cleaner. Это обезжириватель на базе алкоголя, на базе спирта. For application, we can use normal cotton pads, which are very important. So, для того, чтобы нанести кварцево-керамическую защиту, мы используем ватный диск, слегка намочить ватный диск и нанести на поверхность лака. Сперва наносим в одну сторону, а потом перпендикулярно в другую сторону, чтобы закрыть каждую поверхность на лаке. So we are working in two ways. One way, like this, and then the opposite way, to be sure that we cover each square centimeter of surface which we want to put the quartz. Лучше всего наносить кварц сперва в одну сторону, потом в другую сторону, чтобы убедиться в том, что каждая часть, каждый миллиметр на поверхности лака машины есть покрыт кварцево-керамической защитой. So now this area is covered with quartz H1. The waiting time is approximately 10 to 12 minutes. In the dry area, like we are here, is 50. The humidity is about 50%. So this is a dry air with the temperature of 20-21 degrees Celsius. После наложения первого слоя H1 необходимо подождать от 10 до 12 минут, и температура воздуха должна быть при наложении кварцево-керамической защиты около 20-21 градуса, и воздух должен быть относительно сухой. So we can see here that the liquid quartz which is on the surface is beginning to get harder and harder. So from lines we are getting small drops. The small drops, they are that means that the product is drying or hardening. So now we need to wait another 7 minutes to take off the top of the quartz. По наложению кварцево-керамической защиты, по наложению H1 продукта на поверхность лака, продукт начинает Hardening. Начинает твердеть. С каждой минутой он твердеет и твердеет. Ну и поэтому необходимо подождать нам еще 7 минут, чтобы его потом удалить с поверхности. So the H1 still is hardening, and we see the bubbles, which mean that it's drying and hardening. Вы можете увидеть, что консистенция этого продукта H1, кварцево-керамической защиты, начинают появляться на поверхности такие как бы пузырьки. Это означает, что продукт работает и начинает потихоньку затвердевать.
Okay, now it's approximately about 10 minutes after we have applied the quartz, so we can slowly take it off. To take it off is very easy. We need to take the top off and get the final polish surface. So we do it till we are getting the final shine, and I spatially make it so you can see the border between the place where we applicate the quartz and the place where we do not applicate the quartz. По истечении 12 минут необходимо тот слой, тот продукт, который нам остался на лаке с машины, необходимо его располировать. И вы можете увидеть границу между той частью на лаке, на которую была наложена кварцево-керамическая защита, что она есть такая более блестящая и светится, чем остальная часть машины, которая есть более тусклая.